Всем привет! В этом видео я расскажу про инструмент, который долгое время недооценивал. До того момента, пока не попробовал использовать весь его функционал. Речь идет о ручном фрезере Hammer FRZ 710. Немного предыстории. 2 года назад решил собрать себе копировальный фрезерный станок. Также его называют дупликарвер. Фрезер – это очень важная часть этого станка, и выбирал я его по таким параметрам. Первое – возможность устанавливать фрезы с хвостовиком 8 мм. Они самые дешевые и самые распространенные. Второе – съемная база. Третье – крепление базы в виде цилиндра. Четвертое – небольшой вес. Пятое – невысокая цена. Я не рассматривал покупку фрезера на Алиэкспрессе и подобных площадках, потому что хотел инструмент с гарантией. Поэтому искал его в магазинах своего города. Опять же, не надо ждать месяц, пока доставят. Точнее, если доставят. Да и 100 раз лучше, когда есть возможность перед покупкой подержать инструмент в руках, включить, послушать, покрутить, повертеть, понюхать, тут же сравнить с похожими моделями, да все что угодно. Хотя тот же аэрограф я заказал на Алиэкспрессе без каких-либо проблем. И еще много чего заказывал, но не суть. Ссылку на аэрограф оставлю в описании под видео. Рекомендую, классная вещь для хоббистов. В общем, рассматривал много вариантов, сравнивал характеристики, смотрел обзоры, читал отзывы. И в итоге выбрал Hammer FRZ 710. Это практически точная копия Makita RT0720CX2. С виду они очень похожи, комплектация такая же, есть небольшая разница по характеристикам, но несущественная. А по цене Makita на 4000 дороже. Что тот, что этот фрезер сделаны в Китае. Возможно, даже на одном заводе. Вообще не удивлюсь, если так оно и есть. Да, в принципе, смотрите сами. Вот Hammer. А вот Makita. Короче, нашел подходящий фрезер, который можно использовать на станке. И в то же время у него есть все функции, как у обычного ручного фрезера. И даже больше. С момента покупки он был установлен на копировальном станке, и в качестве ручного фрезера я его ни разу не использовал. А недавно мне приспичило фрезеровать поделку. Я его снял с дупликарвера и немного им поработал. И понял, что это отличный инструмент. В данном случае легкость – это большой плюс. Руки и шея не отваливаются после продолжительной работы с ним. Очень удобно маневрировать и работать с небольшими деталями. С этой точки зрения я кромочники раньше не рассматривал, думал так, игрушка. А оказывается, нет, вполне достойный инструмент. Итак, теперь о комплектации. Продается фрезер в картонной коробке. Общий вес 5 кг 250 грамм. Для транспортировки производитель предлагает вот такую вот сумку. За 2 года она малость запылилась. Я продул ее немного компрессором, но как-то это не очень ей помогло. Сумка сделана очень качественно, из плотной ткани. Все швы хорошо прошиты, надежный замок. Внутри места хватает с запасом. Можно положить еще какой-нибудь инструмент. Что входит в комплект? Сам фрезер. По характеристикам его вес 1 кг 750 грамм. База с регулировкой наклона. Кромочная база. Накладка для отвода пыли. Часть от параллельного упора. Основная база. Ключ. Роликовая направляющая для криволинейного фрезерования. 2 копировальных кольца. Запасные щетки и дополнительные цанги. Вторая часть от параллельного упора. В сумке несколько отделов.
Они крепятся на липучке. Теперь рассмотрим все поближе. Провод 2,5 метра. Вот сам фрезер. Алюминиевая обойма. Сверху пластиковый корпус. Наклейка с характеристиками. Фрезер кромочный, Hammer FRZ 710, 710 Вт, от 10 тысяч до 30 тысяч оборотов в минуту. 220 вольт, 50-60 Гц. Сделано в Китае. Качество литья могло бы быть и получше. Сверху находится регулятор оборотов. У него есть 6 положений. Это заглушки для доступа к щеткам. Кнопка включения-выключения. На дне идет бортик, он защищает от произвольного нажатия этой кнопки. С другой стороны расположен патрон с цангой. Внутри видно крыльчатку. Фрезер прогоняет сквозь себя воздух, за счет этого он охлаждается. К обработке металлической части фрезера у меня претензий нет. На обойме есть регулировочная шкала и направляющие под базу. Есть стопорный механизм. Нажимаем на кнопку, вал блокируется и можно откручивать гайку. Под ней находится цанга. Это цанга для фрез диаметром 8 мм. В комплекте с фрезером идут еще две цанги на 10 и на 6 мм. Устанавливаем все на место. Есть вот такая база с наклонной площадкой. Алюминиевый корпус с резиновой накладкой. Наклонный механизм также металлический. По бокам два винта для регулировки наклона. Для настройки имеется шкала от 30 до 45 градусов. Нижняя часть площадки крепится на винтах и сделана из пластика. Для крепления фрезера используется вот такой механизм. Регулировочный винт с зубчатым колесом. Степень зажатия можно регулировать с помощью самокондрящейся гайки. Регулируем. Фиксируем зажим. Он закрывается легко, но держит надежно. Следующая база также из алюминия. Подошва пластиковая, крепится на винтах. Резиновая накладка. Точно такой же хомут. Фрезер устанавливается аналогично. Этот винт служит для крепления роликовой направляющей для криволинейного фрезерования. Вот так эта штука выглядит. Вот так она устанавливается. Теперь расскажу, для чего она нужна. Есть фрезы, на которых установлен подшипник. Назовем их копировальные. Эта штука позволяет использовать фрезу без подшипника в качестве копировальной. Устанавливаем фрезу, вставляем фрезер в базу и настраиваем положение упорного ролика. Теперь можно прямой пазовой фрезой работать по шаблону. В общем, отличная приспособа. Думаю, она очень многим может пригодиться. Также на эту базу можно установить накладку для отвода пыли. Совмещаем штырек с отверстием и втыкаем. Сюда закручиваем винт. Подключаем пылесос и радуемся. Переходим к основной базе. Вот так она выглядит. Основа из алюминия. Штоки тоже из металла. Пластиковые ручки. Ослабляем фиксатор и можем двигать платформу вверх-вниз. Больших усилий прилагать не нужно, она ходит легко. Ход платформы составляет 30 мм. На Makita, кстати, 25 мм. Фиксируем. Такой же хомут, как на предыдущих базах, только без зубчатого колеса. Здесь его роль выполняет металлическая шпонка. На обойме фрезера есть проточка, совмещаем ее со шпонкой и устанавливаем фрезер в базу. Зажимаем хомут. Фрезер хорошо зафиксирован. Можно приступать к работе. Рабочее положение у фрезера вот такое. С этой стороны есть съемный защитный кожух. Через него нормально все видно. Он не болтается, вопросов нет. Фрезер пока убираем. Смотрим, что здесь есть.
принципе, все то же самое, как и на множестве других фрезеров. Имеется шток для регулировки глубины погружения. Откручиваем фиксирующую гайку и регулируем. На платформе есть шкала, чтобы ориентироваться. На штоке есть пластиковый ориентир, его тоже можно регулировать. Шток можно перемещать быстрее. Зажимаем кнопку и передвигаем. Установили. Отпускаем кнопку и можно дальше регулировать. Зафиксировали. Под штоком находится револьверный механизм. На нем есть 3 упора. Можно их регулировать под свои задачи, а затем переключаться между ними по мере необходимости. Примерно вот так. Эти винты нужны для фиксации параллельного упора. Втыкаем упор, закручиваем винты. Сюда устанавливаем вторую часть упора. Его можно настраивать по-разному. Можно настроить так, можно вот так. Можно вообще использовать этот упор так, чтобы фрезер работал как циркуль. То есть с помощью него вырезать идеально круглые детали. Жалко, я вспомнил про это, когда уже отснял весь материал, а так бы показал, как это сделать. Ну да ладно. Покажу, как устанавливаются копировальные кольца. Откручиваем 2 вот этих винта. Внедряем кольцо, закручиваем винты. Кольцо установлено. С помощью них тоже можно работать по шаблону. Как это конкретно делается, можете найти на YouTube. Малое кольцо устанавливается в другую базу. Здесь нужно открутить пластиковую накладку. Откручиваем. Внедряем кольцо. Прикручиваем накладку на место и можем работать. Вообще базы можно настроить под множество задач и оперативно перекидывать между ними фрезер. Делается это максимально просто и быстро. По технике вроде все рассказал. Теперь о том, где его купить и сколько он стоит. На Алиэкспрессе я такой фрезер не нашел. Есть другие марки и намного дешевле, но у них маленько другие характеристики. Нет регулировки оборотов. База с ними идет всего одна, да и та из оргстекла, и качество фрезера вызывает большие сомнения. Оставлю ссылку на фрезер, который чаще всего покупают. Свой фрезер я покупал в магазине DNS. 2 года назад он стоил 7500 рублей. Сейчас его цена 9500 рублей. Это, наверное, из-за роста наших зарплат и нашей экономики в целом. В общем, я предложил вариант, где можно купить этот фрезер, а дальше думайте сами. На мой взгляд, это отличная вещь. С уверенностью могу сказать, что не жалею о покупке этого фрезера, своих денег он стоит. И такой инструмент в хозяйстве пригодится, мне уж точно. Если есть вопросы, задавайте в комментариях, все ссылки в описании под видео. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.